Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События недели с 25 по 31 декабря. Давайте узнаем подсказки карт. Это заключительная неделя уходящего года, и я от всей души поздравляю всех, кто встречает праздник Рождества 25 декабря. Будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие. Давайте верить, что мечта наша обязательно сбудется. Стоит предложить, может быть, некоторые усилия, и нужные двери откроются, и нужные люди нам помогут и встретятся. И в целом, словно пространство нам будет помогать, чтобы мы осуществили то, что нам больше всего хотелось. Наверное, самое главное – быть счастливым. Если мы захотим, то препятствий практически нет. Раньше или позже мы достигаем того, чего мы очень хотели. Я в это верю. Мои дорогие рыбы и рыбки, хотела бы вас еще поблагодарить за ваши теплые, добрые комментарии, за ваши отклики, обратную связь, за волшебные пожелания мне. Мне это все очень приятно. Это в целом все составляет мое вдохновение. И если мы говорим про разрез этой недели, волшебной недели, она как с Рождества начинается, так еще и Новый год у нас 31 декабря. Искренне желаю, чтобы что-то в эту неделю у вас произошло, такое, знаете, вау, то, что вас определенно порадует и, может быть, придаст больше уверенности, если были какие-либо сомнения. У нас первая карта, мы достанем ее, будет означать как раз сюрприз или что вас будет радовать. Мои дорогие рыбы и рыбки, с 25 по 31 декабря. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать? Что будет помогать? Что скрыто? Давайте такую карту достанем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергетику смотрим. Энергия денег, финансы. Что эта неделя принесет? Что в личной жизни? И достанем карту совет, подытожим наш расклад. Какой же сюрприз? Вы с чем-то определитесь, причем на долгий период времени, лет на 10, на 20. Это окончательное решение, вот я буду заниматься каким-то проектом. Это может быть как предложение по работе, о новой должности, или, знаете, вообще переключиться можете на какой-то новый способ заработка. Например, по рыцарю Пентаклей, это, знаете, если какая-то патовая ситуация, например, по деньгам, то деньги будут, вам кто-то может помочь, как будто приходят деньги. Или те деньги, которые задерживались, как будто тоже вы можете их получить. Для кого-то из вас это помощь конкретного человека по тому или иному вопросу. Может быть, кто-то вас как спонсор участвует. Но и вот, наверное, с чего я начала, это как ваш все-таки больше личный проект, ваше какое-то продвижение, чем вы себе можете на этой неделе, как тезис-план составить на долгий период времени. Повторюсь, ваши начинания. Проходит еще такой момент, как надежные люди. Может быть, это вы куда-то совершите переезд, или вы будете планировать, может быть, тоже какую-либо, как и смену работы, так и переезд куда-то далеко. Может быть, к вам приедет какой-то человек, который принесет ту или иную информацию. Так тоже может проиграться. Давайте мы посмотрим неожиданности. Выход из лабиринта. Какая-то ситуация у вас определенно прояснится. Если были какие-то недосказанности, недоговоренности или часто предшествуют тузу мечей, та ситуация, когда мы, правда, какой-то вопрос хотим решить и словно выхода не находим. Или двойственность какая-то была. Для нас были какие-то моменты, которых мы как и не были уверены, так и не могли что-то просчитать. Одним словом, теперь что-то становится для вас явным.
или все расставляется по своим местам. Может быть, была какая-то ситуация, когда словно за туманом мы тоже не видели какого-то решения, или не могли вы что-то просчитать. Вот теперь действительно выход из лабиринта у вас будет осуществлен. И понятно, что это аллегорически, но значит какое-то важное решение или как важное, может быть, событие, новость, которая вас подтолкнет к этому решению. Вот у кого-то может проиграться тоже так. Прежде вы, может быть, так это и вашим, и нашим была какая-то двойственность, а теперь нет. Здесь все становится явным. Чему сейчас не время? Не время, наверное, знаете, проявлять какую-то жесткость, холодность в отношениях. Не время устраивать какой-то спор, не время кому-то что-либо доказывать или отстраняться от какого-то дела. Или, вот всем тем холодно-негативным эмоциям сейчас не время. Или не время, знаете, как какую-то длительную дискуссию вести. Вот это тоже все со знаком минус. Больше вот такие теплые энергии, которые способствуют как и вашему продвижению, так и, наверное, вашему благополучию. Умение со всеми договориться, умение со всеми взаимодействовать. Причем таким образом, когда для вас что-то в пользу решается. Здесь в позу главное не становиться, не пытаться доказывать свое мнение. Вот этому всему не время. Давайте посмотрим, а что же помогает. Приятные эмоции, посмотрите, два рыцаря, для кого-то поездки, перемещения, как получение денег, получение подарков, получение комплиментов, как будто к вам лояльность будут проявлять, мои дорогие рыбы и рыбки, а вам нужно отвечать тем же. Вот и все. Или, может быть, согласиться на какую-то поездку, для кого-то подальше, у кого-то поближе, у кого-то будет означать приезд человека к вам, может быть и так, вам помогает, вообще помогает вам хорошее настроение, мои дорогие. Поэтому, может быть, Паш Мечей говорит, что как-то ты не уходи, не отстраняйся как от мира сего или от каких-то ситуаций жизненных. Но это не означает, что доказать свою позицию, даже если она права, а больше умелое взаимодействие с людьми. Вот это в целом как и помогает, так и добавляет, наверное, хорошего настроения. Что скрыто? Не увеличивайте дистанцию конфликта, иначе какое-то недопонимание, и вы от этого счастливы не будете. И оппонент ваш тоже, он останется при своем мнении. Это первая победа. И это та ситуация, которая не новая. Значит, что-то может словно повториться, или это будет связано с конкретным человеком, и ситуация будет похожа на ту, которая уже была прежде. И вот правда, тут ошибку какую-то заново как будто не следует повторить. Больше, знаете, тут по этой карте ведь это воин в душе. С одной стороны, вы не должны наступить на горло собственной песни. Это будет очень важно. То есть карта не подразумевает, что вы меняете свои какие-то очень важные принципы на лояльное отношение к вам. Вот здесь нет, прогнуться нельзя, но и увеличить конфликт тоже. Выкрутиться, по сути дела, из какой-то ситуации вам придется, мои дорогие. И это не патовая ситуация, это где-то через отношения или через недопонимание с тем или иным человеком в отношении вот этой первой победы. То есть, что тут проходит? Когда мы кому-то что-то доказывали или вроде как победу в споре одержали, но нам это радости и вдохновения это не приносит. И, может быть, дважды нам и говорят, вот дистанцию конфликта какую-то не увеличивай. Вот как раз взаимообмен с людьми. И даже если мы с кем-то не согласны, просто допустить, что у человека есть свое мнение, и это не значит, что мы его должны корректировать или исправлять. Но и себя-то мы тоже где-то подстраивать под благополучие чье-то не должны. Уметь держать паузу, уметь держать нейтралитет. Для вас это будет важно. Может быть, где-то этот выход из лабиринта по части отношений с конкретным человеком для кого-то из вас будет означать. Дела, работа, бизнес.
ожидание, может быть, ожидание того или иного предложения, или ваша подготовка к чему-либо. Вообще, королева кубков – это ваша карта, где-то сигнификатор, и для кого-то из вас может означать, ну, как дела, связанные с вашим супругом или супругой, неважно, кто меня смотрит. Мы смотрим энергетику, не по полу карты, и какие-то дела, связанные с вашим домом, что-то вы можете улучшать, делать свое жилье более комфортным. Ну вот как раз готовиться к празднику. Сама по себе неделя неспешная. Нет как какого-то прорыва или наоборот какого-то стопора. Тут все идет своим чередом. Все развивается по каким-то своим правилам. Поэтому и карта еще отчасти нам говорит о мудрости, об интуиции, и в зависимости от ситуации, видимо, правильно свои эмоции придется вам проявлять. Даже если вопросы касаются дела, работы, бизнес. Иногда эта карта говорит об ожидании, может быть, ожидании подходящего момента или когда вы к чему-то готовитесь. Неспешная сама неделя, правда, с правильным взаимодействием, как и между людьми, так и между родственниками, любимыми. Точно, вот пара, для кого-то из вас отношения, может быть, в паре, вы что-то будете вместе планировать. Доход вашего партнера может проиграться. Переключаться на оси отношения, финансы вам как будто придется. Но а для кого-то из вас просто дела семейные или то, что в отношениях между вами теперь будет стоять на первом месте. Дела, может быть, связанные с вашими родственниками, хотя чаще проигрываются. У нас пара тут представлена. И даже я могу предположить для тех, кто один или одна, есть возможность как будто, ну, если не встретить партнера, хотя вполне вероятно, ведь что нам помогает, тоже выпадает рыцарь кубков. Может быть, есть какое-то знакомство или человек, которого вы тоже какое-то время знали, и вы будете планировать встретиться, вполне вероятно, и такое. Давайте мы посмотрим, что же у нас в личной жизни. Не могу сказать, что для всех рыб и рыбок любовь будет стоять на первом месте. По девятке пентаклей это самодостаточности карта. Это карта вашей очень сильной позиции, о том, что финансы будут. Но это в первую очередь, конечно, реализация вашего проекта и ваше личное продвижение. У кого-то это может быть как работа, обучение, бизнес, хобби. Может быть какой-то ваш даже новый проект, который вы захотите реализовать и самому или самой реализоваться в нем. И карта нам говорит о том, что у вас все под контролем. Чудесная неделя. Если мы говорим, деньги уже будут, нам тоже об этом говорят. Вы сами как будто создаете себя, строите свои как и планы, так и прочную позицию. Вы в центре внимания. И по девятке пентаклей, все-таки 9, с одной стороны нумерология, нам по девятке предполагает, что будут перемены. То есть вот та ситуация, которая на этой неделе, она не постоянна. Что-то еще придет в виде новостей или каких-либо обстоятельств, когда вам тоже придется принимать решения. Но и еще и есть то, что как какая-то помощь. Вообще чудесная неделя может быть, как и по приятным событиям, по радости, по подаркам, по финансам, по успешному решению тех или иных вопросов, но не глобальных, мои дорогие. Здесь девятка пентаклей у вас выпадает в позиции личной жизни. И это, наверное, скорее по, знаете, больше по вашим проектам, то, что вы хотите наперед осуществить. А если какой-то у вас глобальный план обратиться, например, в высокую инстанцию с учетом королевы кубков, я не могу сказать, что вы подпишете тот или иной документ или его оформите. Может быть и да, у вас это получится, но могут быть и паузы, задержки. Вот это примите во внимание. Вообще прекрасная неделя. Главное не время, вот, наверное, холодности вот этой или какому-то конфликту. Совет. Девятка жезлов. Правда, физическая форма, как будто нам обещается, хорошая. У вас достаточно будет сил реализовать тот план, который вы хотите. С другой стороны, карта совет. Вас что-то не должно застать врасплох. И поэтому, если какая-то ситуация, которая
или столкновение, допустим, с человеком, с которым прежде вы не сумели договориться, или какая-то, ну, как разочаровывающая ситуация, тогда расширять дистанцию конфликта определенно не стоит. По девятке жезлов, как совет, откликаемся в двух случаях, когда что-то угрожает буквально, и держать руку на пульсе, почему нас ничто не должно застать врасплох, или не упустить какой-то счастливый случай, вот как продвижение, какой-то прогресс, возможность какую-то, мы с этого с вами начали, будет очень важно. Не включаться в режим многозадачности. Вот, наверное, самое главное, не дать себя застать врасплох и не включиться в режим многозадачности. От начала до конца вы сами, мои дорогие рыбы и рыбки, для себя должны быть на первом месте. Для кого-то, как и личная жизнь, но я бы сказала, еще и вопросы самодостаточности или какого-то вашего проекта. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.